Всем добрый день! Это канал Elite Art Studio, я Элеонора, художник. Покажу вам сегодня в небольшом видео продолжение процесса написания портрета кошки Маруси. Маруся одна из моделей моего марафона или проекта 25 портретов домашних животных. Отличается она тем, что у нее полосочки разного цвета. Говорят, что такие кошки трехцветные, они приносят счастье в дом. Я надеюсь, что у Галины, хозяйки этой кошечки, действительно полный дом счастья. Еще одна интересная история. Значит, Галина спасла недавно Шаню назвали, вторую кошку, от очень жестоких людей, которые над ней издевались. Теперь эта Шанечка живет вместе с Марусей. И они очень похожи, они прям как сестрички, но вот Маруся, она немножко поярче, поконтрастнее. И у Маруси более выражены вот эти вот рыжие полосочки, рыжие пятна, ярко-рыжие, вот, которые сейчас я и наношу на область под ушками, плечики, и кое-где у нее по лапкам тоже такие же пятна. Здесь у нас сиена жженая в смеси с желтой темной, кадмий желтый темный. Они дают вот такой вот яркий оранжевый, я не знаю, даже может не оранжевый, а охристо-оранжевый цвет. На ушки по-прежнему, как правило, я наношу розоватый цвет, чтобы ушки казались прозрачными. Эту фотографию я выбрала именно из-за того, что она была очень контрастной. Там с правой стороны яркий такой свет, даже местами засвечивал мордочку, а слева лежали глубокие тени. Такие фотографии нужно как раз и выбирать, ну, конечно, меньшего контраста желательно. Нужно выбирать именно для того, чтобы написать портрет. Потому что если фотография размыта или нет хорошего контрастного освещения, то очень сложно будет написать формы. Особенно для вот таких вот полосатиков, как Маруся. Как видите сейчас на экране, я не наношу сразу резкие тени или не выделяю область цвета. Пишу средним тоном, для того, чтобы в дальнейшем потом углублять тени и добавлять более яркие цвета. Марусина мордочка, во-первых, здесь на фотографии она очень молоденькая, такая кошечка, забавная, игривая. И очень хотелось мне передать вот именно выражение ее лица. Я говорю лица, потому что я считаю, что у животных у них лица. Когда они смотрят на хозяев, можно понять все. Ну, конечно, если вы со своим животным на одной волне. Вот. С правой стороны вы видите портрет французской бульдожки, тоже в процессе написания. Это бульдожка Белла. У меня тоже есть часть видео с процессом этого портрета, и я подсказку оставлю вверху справа. Если захотите, можете зайти и посмотреть процесс, как я пишу портрет Беллы. Белла у нас получила первое место на конкурсе «Портрет животного», международный конкурс анималистического искусства, который проходил в Санкт-Петербурге. Вот, так что Белла у нас призер. Ну а Маруся у нас просто хорошенькая, милая кошечка. Вот, мне очень легко было писать этот портрет. Не знаю почему, но именно вот и Белла, и Маруся, они такие легкие получились. Кроме того, у меня на канале еще есть и будут новые видео с процессом написания портретов животных и других художественных произведений. Заходите,
ставьте лайки, комментируйте, пишите, что вам интересно. Может быть, вам записать какие-то видео специально более детальные. Вот. Хотя для меня это в некоторой степени сложновато, но я постараюсь выполнить ваши заказы. Подписывайтесь на канал, если вы впервые еще не подписались. И всем приятного просмотра. Дальше смотрите с приятной музыкой или подключайтесь в живопись и пишите вместе со мной. Живопись — это прекрасно.